Видео из серии «Сам себе психолог». Обсуждаем тему «Как помочь себе и своим близким самостоятельно без психолога». Я сейчас расскажу вам всего одну вещь. Если вы ее будете реально применять в своей жизни, в своих контактах с вашими близкими, вы действительно сможете очень круто себе помочь. В 80% случаев сможете заменить психолога. Какие-то серьезные травмы можно самостоятельно прожить без психолога, если делать всего одну простую вещь. Суперсекретный секрет. Нам очень важно быть услышанными. Очень много в мире есть болтливых людей, которые болтают без умолку. Почему? Потому что в детстве их мало слушали, мало уделяли им внимания те близкие, которые были ценны, важны. Мама, папа, может быть, бабушка у кого-то была очень близкой. Неуслышанный ребенок вырастает часто, у него две крайности. Либо он стесняшка совсем, либо он болтун. То есть он прям кричит: увидьте меня, вот он я, посмотрите, он меня привлекает к себе внимание. Я вообще не болтун, это я на видео просто болтаю быстро, потому что нужно говорить быстро, потому что у нас клиповое мышление, и я стараюсь за максимально короткое время вложить вам самую суть, которую хочу передать, самую суть вложить в видео. Если вы дадите вашим близким возможность быть по-настоящему услышанными вами, вы частично выполните ту работу, которую делает психолог. Это 80% успеха во многих ситуациях. Но, к сожалению, практически не существует людей, которые умеют действительно слушать по-настоящему. Что такое слушать? В момент, когда вам что-то рассказывает человек, представьте, что он – это вообще центр вселенной. Вы ни на что не отвлекаетесь, вы замечаете это все, но он сейчас супер важный. Неважно, говорит он важные вещи или что-то посредственное. Попрактикуйте это, например, с детьми, если у вас есть. Это огромный вклад в развитие вашего ребенка. Вот он говорит, ребенок, партнер, человек, кто угодно, мама, папа. Он центр вселенной, ничего другого не существует. И все, что он говорит сейчас, это важно. Это может быть неинтересно, у вас может быть другой интерес. Не нужно наигрывать, что вам супер интересно это и ценно. Но именно слышать, что он говорит, и не стараться это все, применив к себе, выдать ему обратно. Не нужно давать сразу вашу обратную связь. Например, он вам говорит: слушай, я тут такую книжку интересную прочитал, там рассказывается то-то, то-то. Остановитесь на секунду и подумайте, что он вам этим хочет рассказать. Не подумайте, что вы услышали и вы хотите ответить в ответ ему. Дайте ему возможность высказаться, проявиться, примите его таким, какой он есть, услышьте его до конца, а потом дайте свою честную обратную реакцию спокойно. Врать не нужно, нужно быть максимально открытым, чтобы все было по-честному, и тогда будет доверие в отношениях. Потому что если партнер заметит, что вы где-то лукавите, доверия не будет. Он не сможет открываться, говорить, и вам некого будет слушать. Будет с вами разговаривать очередная человеческая маска. Мы все часто общаемся масками и не знаем, какие мы на самом деле. Поэтому нужно дать человеку зону доверия, комфорта, безопасности, чтобы он открылся, какой он есть на самом деле. Это может наступить не сразу. А как помочь самому себе? Переворачиваем с другой стороны. Вы не сможете быть услышаны сами собой. Вам нужно обязательно найти в вашей жизни человека, хотя бы одного, с которым это реально. Бывают действительно такие люди, которые могут слушать. Они редкость, они на вес золота, и к ним обычно все тянутся. На них, как мухи на мед, липнут другие люди, потому что с ними классно. Найдите себе такого человека, с кем вы чувствуете, что вас видят и слышат на самом деле такими, какие вы есть. Не разговаривают с вами, как маска с маской, неживые, а действительно, душой касаются. Душа касается душу, вы действительно совместимы, он действительно вас слышит и видит по-настоящему, понимаете? Найдите себе такого человека, это заменит вам психолога частично. Если у вас нет каких-то супер-гипер проблем, то может стать, качество вашей жизни может значительно улучшиться. Если не можете такого найти, не ленитесь, идите в терапию. Поймите, к психологам ходят не больные люди. Больные люди, у кого действительно психические проблемы, психического уровня. Это шизофреники, шизоиды, сильные депрессии. Они ходят к психотерапевтам и к психиатрам. К психологам ходят за улучшением качества жизни. Поэтому у нас, к сожалению, в России, в русскоязычной среде культура это не супер развито. Посмотрите на Америку, не зря весь мир равняется на Америку. У них действительно все передовое, и потом спустя много лет только мы, русскоговорящие, в России это получаем. У них давно уже ходить к психологу – это норма жизни. Они знают, что если ты выговариваешься,
и ты услышан, чего мы не можем, как правило, получить в быту. Бесполезно ожидать этого от мужа, от мамы, они ничем вам не обязаны. Они с вами в отношениях такие, какие они есть. Искать в них вот эту жилетку, ну, сори, бесполезно. Это нужно искать среди более дальнего круга общения. Должен быть какой-то друг, подруга, ментор, не знаю, что-то такое. Но не близкий, с которым вы дома 24 часа в сутки. Он не должен быть вашей жилеткой. Он имеет право жить свою жизнь, как он хочет. Потому что психолог не может быть в состоянии психологической помощи клиенту 24 часа в сутки. Мы живем обычной жизнью. И я на приеме с человеком одна, потому что я делаю работу. В жизни я чуть-чуть другая. Поэтому ваш муж и ваша мама не могут быть вам как психологи, делать вот это для вас, чтобы помочь вам. Это должен быть человек, который пробыл эту роль, выполнил эту функцию, и вы разошлись. То есть это временный контакт, так невозможно постоянно. Найдите себе такого человека, не ленитесь, заботьтесь о себе. Это часть заботы. Если это видео было вам интересно, ставьте, пожалуйста, лайк. Если полезно, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Я очень радуюсь вашим вопросам, потому что мне интересно на них отвечать. Благодаря вашим вопросам я понимаю, что вам интересно, и снимаю эти видео дальше для вас, максимально подходящие вам, потому что видео эти снимаю именно для вас. До свидания, до встречи в новых видео.